Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про 3 языка, которые я учила до этого и к которым я не собираюсь возвращаться, кроме турецкого, наверное. Расскажу это в одном видео, свой опыт. Значит, эти 3 языка — это финский, немецкий и турецкий. Начнем мы по порядку с немецкого. Когда мне было 15 лет, тогда появилась немецкая группа такая, рок-группа Tokyo, какой-то там Hotel, что-то такое было, не помню уже название. И она была немецкая. Пели они, соответственно, на немецком. Хотя мне такой стиль музыки не особо вот именно их нравился, но как бы все фанатели, я такая, ну я тоже хочу, в общем. И мне было все равно интересно знать, что они там поют и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, я как-то меня понесло туда, на этот немецкий. Я помню, поехала в город недалеко, купила в каком-то вот магазине, одном единственном нашла сборник учебников еще с кассетами. Это был, господи, мне было 15 лет, 14. И в общем, я стала заниматься немецким сама по самоучителю. Я даже помню, до сих пор эти учебники есть, они потрясающие учебники. Синие такие, их можно в интернете скачать, кому-то надо, могу прислать. По-моему, Борисов или какой-то украинский автор, по-моему, ну, очень классные учебники. Я тогда стала заниматься. Занималась я тогда 1 час в день по учебникам. Ничего я никогда, кстати говоря, не учила, не зазубривала, прям зубрила никогда. Я всегда, у меня такой математический склад ума, соответственно, я всегда как-то выводила одно из другого, логику, вот, то есть искала всегда в вещах. Соответственно, опять-таки, ты пока учишь в 1 день, во 2-й день ты какую-то часть этого часа повторяешь, то, что ты выучила вчера, и начинаешь новое. Конечно, я там за час чуть-чуть успевала всего, но это очень хорошо запоминалось. И соответственно, когда я, ну, наверное, прошло месяца на 3, я этот учебник полностью прошла, там была серия из 2 учебников, наверное, я не знаю, я тогда разговаривала сама с собой, чтобы практиковать, допустим, говорение. Слушала эти кассеты, задания все делали, ну, точнее, делала. И на самом деле немецкий, если мы сравниваем с английским, он является, грамматика у немецкого намного сложнее. Но в силу того, в силу фонетики, их особенностей воспринимается на слух, он, конечно же, проще и легче, чем английский. И для меня этот язык был очень легким, вот безумно легким. Я еще думаю, что это из-за того, что это в целом было системное обучение с нуля. Конечно, там по поводу фонетики не очень разбор был хороший, но я, слушая кассеты, как-то могла это пародировать, и в целом у меня даже акцент хороший был. В общем, я думаю, что у меня тогда, изучая этот учебник, ну, да, серию, я думаю, что я вышла где-то на уровень элементарий точно. За 2-3 месяца, что было достаточно, ну, для меня это был прям супер вообще какой-то результат. Учась одна по кассетам, по учебнику, тогда, потому что тогда еще интернета не было, только мобильные телефоны появились, поэтому это был для меня супер просто какая-то такая неожиданная тема, что я сама могла вот так вот учиться. И, наверное, это было для меня таким положительным опытом, после которого я поняла, что да, я могу сама учиться, мне это по кайфу, у меня хорошие результаты по сравнению, допустим, с преподавателем. Ну, опять, потому что я не на кого было опереться и судить, и сравнивать, потому что был только один преподаватель английского в школе, все. Вот. Соответственно, я это учила в 9 классе, по-моему, в 10. Потом я как-то бросила, когда я готовилась к 11 классу, к ЕГЭ. И вот как раз-таки я поступила в колледж на туризм. И так как я тогда жила в Карелии, там популярный был очень финский язык, потому что, опять-таки, мы рядом с Финляндией, и по Карелии просто мечтала эмигрировать в Финляндию. И для этого все, кому не лень, учились финскому. У нас даже вывески в Петрозаводске были на финском, до сих пор на финском, а не на английском. Вот. И все, конечно, пошли на этот финский. Я тоже пошла на этот финский.
сейчас расскажу про финский отдельно, но в итоге что? Я пришла, мне он не очень понравился. На самом деле скандинавские языки, они очень сложные в силу того, что там очень много грамматики. Но опять, сравнить, допустим, с русским языком, что у нас очень много грамматики и правил, и очень много исключений. В финском языке, я не помню уже на самом деле, там, допустим, сколько там, 8 падежей, как-то или 10, как-то намного больше, чем в русском языке. Но как бы есть правила, и все, никаких исключений. Достаточно сложно еще он про произношение, потому что много там согласных букв и звуков. Вот. И тогда преподавательница, та, я помню, в колледже, она немного нам задавала, но мне он казался очень таким каким-то, ну, мне не понравился, честно говоря. И после месяца или двух я решила перевестись на немецкий. Но прошло уже там год примерно, не год, не помню сколько, но полгода это точно, когда я немецкий вообще не учила. Я перевелась в ту группу, где был немецкий в колледже, и девочки начинали с нуля там читать и так далее. И как охренела моя преподавательница там, когда я ей сказала, что я сама учила в 15 лет, типа я там что-то не бей, не ме, короче, себя немножечко принизила. И в итоге получается что я с ней стала спокойно разговаривать вот так вот. Читать я все умела, ну это понятно, и понимала, что она говорит, и отвечала, и то есть мы реально с ней вот разговаривали, вели разговоры. Все мои, конечно, одноклассники охренели, потому что, ну, не ожидали, что я так... Да я сама охренела, потому что я думала, что я там немножко что-то выучила, базовые какие-то вещи, а оказалось, что нифига не базовые. И та учительница мне очень говорила много о том, что я действительно чувствую язык, что он мне легко как по маслу идет и так далее. Но она была такая очень жесткая, она нам давала там по 50, по 100 слов каждый урок, каждую лекцию. Много давала на уроки, много давала учить, такая прям четкая тетенька была классная. Вот. Ну, в итоге я вот этот год учила немецкий. Я даже помню, когда мы гуляли очень много, на дискотеки всякие ходили, пили там и так далее. И я один раз вот так вот пошла на дискотеку с 10 вечера до 6 утра, а в 8 у нас был экзамен по немецкому. Я даже не готовилась. Я пришла и все, и выдала все, что надо, короче. Я не знаю вообще. Понятно, что была молодость там и так далее, и все такие были, ну как сказать, бессмертные вообще. Но в целом, в общем, мне в целом очень нравится этот язык, но я сейчас бы к нему не вернулась, потому что, ну, как-то, я не знаю, с одной стороны, мне легко его было бы подтянуть и разговаривать, но, я не знаю, мне как-то вот интереса вообще нет к нему сейчас, совершенно. У меня был один знакомый, который немец, но мы с ним на английском разговаривали, поэтому я как-то вот, не знаю, но хотя до сих пор помню какие-то там поговорки, считалочки на немецком и так далее. Финский я тоже, нафиг он мне не сдался в целом и в общем, вот. И еще последний язык, который я учила, это турецкий. Вот к нему бы я хотела вернуться. На самом деле, это уже было, наверное, лет 10 назад, когда я закончила университет. И я очень мечтала уехать куда-то жить в теплое место. И тогда, ну, как бы Турция является таким достаточно не очень дорогим местом, с теплым климатом, фрукты, овощи, море и так далее. Я не знаю, тоже опять-таки как-то это из out of nowhere вылетела вот эта идея учить турецкий. Я вообще не помню, то есть как бы вообще откуда у меня она появилась. Вот, тоже купила учебник и стала заниматься. Но в силу того, что турецкий язык, он не такой, как европейский, то есть там другая семья, другое строение грамматики, смысла и так далее, это было жестко, потому что я, опять-таки, мозг мой был заточен на там, немецкий и английский, грубо говоря, а тут, бац, получается турецкий. В турецком, так и как в корейском, да, нужно прибавлять различные суффиксы к словам, которые показывают различные грамматические, собственно, конструкции. Вот, что для меня было необычно. Соответственно, я учила его, я не помню, наверное, несколько месяцев, и у меня не было такого же, допустим, прогресса, как было с немецким. Вот. Несмотря на то, что я вроде как все понимала, потому что я очень много тогда, как раз интернет уже появился нормальный, я тогда и музыку слушала, и песни пела, и всякие фильмы смотрела и так далее.
Соответственно, и нашла тоже всяких там знакомых из Турции, с ними переписывались то на английском, то на турецком, то есть как-то вот так вот. Но опять, того результата, который был вот именно с немецким, у меня не было. Я очень как-то так прям расстроилась, и еще особенно потому, что там какая-то, не помню уже, что случилось в 2015 году, что типа Россия и Турция прервали свои отношения, то есть как бы смысла переезжать туда, ну, я так подумала, что как бы нету уже, потому как там даже, по-моему, мои авиасообщения перекрыли. Соответственно, я как-то так это все бросила. На самом деле сейчас понимаю, конечно, что из-за того, что это другой строй языка, это так же, как вот японский, корейский, так похожая система, нужно мозгу чуть больше времени, чтобы перестроиться. И вот такой тоже совет здесь вытекает, когда вы начинаете учить какой-то язык, неважно какой. Я думаю, что самый такой ключ к успеху, чтобы не бросить, это начать его учить, допустим, в течение там, ну, 6 месяцев без перерыва. Без перерыва, потому что пока ваш мозг, с одной стороны, мозг обладает хорошим свойством пластичности, то есть он может перестраиваться и подстраиваться под различные условия и так далее, смены деятельности, но также он и ленивое существо, которому нужно время и усилия, чтобы начать что-то по-новому делать. Соответственно, особенно если это не первый язык, а какой-то второй, третий и так далее, особенно если это язык из другой языковой группы, соответственно, нужно больше времени вашему мозгу, чтобы он привык, что сопротивляться это мозг будет очень долго. Вот, чтобы это вошло у вас в привычку, и, соответственно, уже потом потихонечку мозг привыкнет и будет вам супер. Поэтому, да, я думаю, что вот такой вот. Но на самом деле сейчас, пока я изучаю эти 5 языков, я думаю, что я к турецкому бы хотела очень вернуться, потому что мне он безумно нравится, как он звучит. Мне вообще очень нравится, как звучит португальский и турецкий. Вот. Все остальные как бы так себе, но вот именно этим мне безумно нравится. Соответственно, думаю, что я, может быть, когда-нибудь к нему вернусь. Особенно, чем больше ты... На самом деле, чем больше ты учишь языков, тем тебе потом легче, потому что все вот эти вот структуры в мозге, система устраиваются, и уже тебе намного легче, потому что мозг уже натренирован на определенную деятельность. А изучение языков — это деятельность, которая очень сильно отличается от там какое-то чтение, запоминание, какого-то логического мышления. Это на самом деле такая сложная комбинация всех этих навыков, да, соответственно, нужно больше усилий, больше времени, чтобы оно наконец-то начало работать. Вот таким вот образом. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу этих языков, или вы хотите поделиться своим опытом, может быть, или успехами, или страданиями, пожалуйста, пишите. Я обязательно отвечу.